Добрый день! Сегодня я расскажу о том, как правильно подключить вилку к генератору. Мы рассмотрим: первое – подключение обычной бытовой вилки на 16 ампер. Второе – подключение силовой однофазной вилки на 25 ампер и более. Третье – подключение двух вилок на 16 ампер параллельно. И четвертое – подключение трехфазной вилки. Итак, приступаем. Столкнувшись с подключением вилки к генератору впервые, возникает резонный вопрос: а где у генератора фаза, а где ноль? Отвечаю: у однофазного генератора нет ни ноля, ни фазы. Какой же из этого следует практический вывод? Это значит, что при подключении вилки важно лишь подключить заземляющий провод на свое строго определенное место. Остальные же два провода подключаются к штырькам вилки произвольным образом, то есть неважно, к какому штырьку присоединить какой провод. Еще один важный момент. На генераторе имеется болт со значком заземления, к которому необходимо присоединить отдельный провод заземления. Этот провод заземляет генератор независимо от того, подключена ли вилка в генератор в данный момент или нет. Необходимо также помнить, что обычная бытовая вилка и розетка генератора рассчитаны на подключение нагрузки не более 16 ампер, что на них и указано. Если необходимо потреблять больше, нужно использовать однофазную силовую розетку, и вилку генератора. Это значит, что мы переходим к рассмотрению следующего пункта. При подключении силовой однофазной вилки на 25 ампер и более необходимо поступать точно так же, как мы поступали в первом случае. То есть необходимо заземляющий провод подключить к своему заземляющему штырьку, который обычно обозначен значком заземления, расположен он возле ключа вилки и отличается от остальных штырьков длиной и толщиной. Фазный и нулевой провода необходимо подключать на оставшиеся штырьки, не важно какой куда, так как я уже упоминал, что у однофазного генератора нет разделения на нулевой и фазный провод. При использовании силовой вилки на 25 ампер и более можно потребить от генератора большую мощность, чем от вилки на 16 ампер. Если же нет возможности использовать силовую вилку и розетку генератора по какой-либо причине, то переходим к рассмотрению следующего пункта. Если мощность генератора превосходит 3,5 кВт или 16 ампер, что одно и то же, а на его корпусе имеется две 16-амперные розетки, то от такого генератора можно получать мощность более 3,5 кВт. Для этого достаточно в одну из этих розеток включить одну нагрузку, одну вилку соответственно, а во вторую розетку включить вилкой вторую нагрузку. Но что делать, если необходимо подключить одну нагрузку, но большую, чем 16 ампер? Для этого необходимо использовать две вилки, подключенные параллельно. При этом заземляющий провод на обеих вилках генератора подключается так же, как и в самом первом случае. А вот остальные провода, напротив, подключаются строго на определенные места. Для определения этих мест необходимо определить на генераторе, какие отверстия на обеих розетках генератора соединены между собой. Для этого необходимо на работающем генераторе измерить напряжение между отверстиями соседних двух розеток и найти такие пары отверстий, между которыми напряжение равно нулю. То есть, если напряжение между двумя отверстиями соседних розеток равно нулю, значит эти отверстия между собой замкнуты, соединены. Обычно правое отверстие одной розетки соединено с правым отверстием другой розетки, а левое с левым. Другого я не встречал.
Но генератор штука дорогая, поэтому лучше перестраховаться, чтобы избежать короткого замыкания. Далее необходимо соединить штырьки вилок так же точно, как соединены отверстия розеток на генераторе. При неправильном подключении проводов произойдет короткое замыкание. Необходимо все сделать так, чтобы не вставить вилки неправильной стороной. Например, использовать для этого угловые вилки и считать правильным то положение, при котором провод из обоих вилок выходит вниз. При такой схеме нельзя использовать только одну вилку, так как на оголенных штырьках второй вилки будет опасное напряжение. Такой метод параллельного подключения вилок не является вполне безопасным, так как не полностью исключается риск неправильно вставить вилки или забыть вставить какую-то из вилок. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их лично. Ссылки на прямые контакты со мной я оставил в описании. Если генератор трехфазный, то к нему необходимо подключать трехфазную вилку, у которой 5 штырьков. Сразу определяем заземляющий. Он обозначен значком заземления, расположен возле ключа вилки и отличается от остальных штырьков и длиной, и толщиной. Подключаем к нему желто-зеленый провод заземления. Но помним, что у генератора есть болт заземления, к которому необходимо подключить свой, собственный провод заземления. У трехфазного генератора, в отличие от однофазного, имеется и ноль, и фазы. Фаз 3. Ищем 0. Для этого вооружаемся тестером в режиме измерения напряжения и ищем на трехфазной розетке работающего генератора такой контакт розетки, относительно которого другие контакты покажут 220 вольт. Иными словами, между любыми двумя фазными контактами розетки всегда напряжение 380 вольт, а между любым фазным и нулевым контактом всегда напряжение 220. Вот мы и ищем такой контакт, относительно которого и фаза А, и фаза Б, и фаза С покажут 220 вольт. Это и есть наш 0. К соответствующему штырьку на вилке подключаем нулевой провод, обычно синего цвета. Обратите внимание, контакты вилки расположены зеркально относительно контактов розетки. Неправильное подключение приведет к подаче напряжения 380 вольт на линии, рассчитанные на 220 вольт. Остальные провода соединяем с остальными тремя контактами. Это наши 3 фазы. Если у вас имеется какое-то трехфазное оборудование, например, электродвигатель, необходимо проверить направление вращения электродвигателя от работающего генератора. Если направление вращения неправильное, необходимо поменять местами любые 2 фазных провода на вилке генератора и проверить еще раз. Теперь вы знаете, как подключить вилку к генератору. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их лично. Ссылки на прямые контакты со мной я оставил в описании. Надеюсь, все было понятно. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присылайте вопросы в комментариях, следите за новыми видео. Спасибо, пока.